Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. You're my heart, you're my soul. Yeah, I'm feeling that I love. The journey of life has just begun. No, everybody don't fly too high, 'cause we're together now. Сладкий голос Томаса Андерса раздавался в конце 80-х, как говорили тогда, из каждого утюга. Хиты «Sherry Lady» и «You Are My Heart» звучали на всех танцплощадках, а счастливцы, обладавшие собственной аудиотехникой, включали на магнитофонах и виниловых проигрывателях записи немецкого дуэта Modern Talking. Уже много лет бывшие участники коллектива выступают отдельно друг от друга с репертуаром коллектива и сольными песнями, то и дело вспоминая старые времена в разных интервью. Псевдоним Томас Андерс вместо типичного немецкого имени Бернт взял еще до встречи с Дитером. Уже став знаменитым, он не поменял его, а дописал в свой паспорт. Контрастную внешность Болина и Андерса считают одним из факторов взрывной популярности Modern Talking. Брутальный блондин и жеманный брюнет дополняли друг друга. Яркая красота и даже некоторая женоподобность Томаса играли с ним шутки. Некоторые поклонники были уверены, что второй персонаж дуэта – девушка. Способствовал такому мнению и необыкновенно нежный голос брюнета. В этом видео я расскажу, как сложилась карьера и личная жизнь Томаса Андерса, а также чем он сейчас занимается. Дуэт Modern Talking, участниками которого были музыканты Томас Андерс и Дитер Болин, распадался несколько раз. Впервые это случилось в 1987 году. По одной из версий, дуэт перестал существовать из-за жены Томаса Андерса, Норы Баллинг. Экс-участник Modern Talking был в браке с ней с 1984 по 1999 год. Нора Баллинг пела на бэк-вокале в Modern Talking, а еще работала менеджером своего супруга. В некоторых интервью Дитер Болин признавался, что Нора имела большое влияние на Томаса, и часто это вредило творческой деятельности. Так, в одном из интервью в 1998 году Болин вспомнил, как его коллега по сцене мог внезапно исчезнуть по просьбе жены перед важной презентацией. «Я чувствовал себя в заднице, когда они оба исчезали перед очередной презентацией. Я оставался в студии один, и все негодования и возмущения продюсера отражались на мне», — вспоминал Дитер Болин. Однако сам Томас Андерс считает, что коллектив распался не из-за его бывшей жены. В интервью музыкант вспоминал, что Нора и Дитер действительно не любили друг друга, но его бывшая супруга всегда действовала в интересах Андерса. Дитер делал только то, что было лучше для него, а моя бывшая жена всегда хотела, чтобы лучше было мне. Но не факт, что именно она стала причиной распада группы, признавался Томас Андерс. Говоря о причинах развода с Норой Баллинг, Томас Андерс рассказывал, что расстался с ней из-за ревности. Артист объяснял, что его бывшая жена старалась оградить его от женского внимания. Нора решила, что женщины станут для нее безопасны только в том случае, если она сама будет их от меня отгонять. Когда на одной телепередаче наше выступление должна была объявлять очаровательная ведущая, жена даже пыталась запретить мне выходить на сцену, вспоминал Томас Андерс. В 2003 году группа Modern Talking окончательно распалась. В том же году Дитер Болин выпустил автобиографию «За кулисами», где обвинил своего бывшего напарника в незаконном присвоении общих денег. Мне сразу стало ясно, какие обширные возможности для творческих финансовых операций были у Томми и его менеджера. К примеру, этот последний менеджер заключил от имени Modern Talking все договоры на наши концерты в России, писал Дитер Болин. После выхода книги Томас Андерс подал в суд на Дитера Болина, доказав, что тот оклеветал его в автобиографии. Артисты уже много лет не общаются друг с другом. Честно вам скажу, я даже счастлив, что сейчас мне не нужно его видеть. Надеюсь, он тоже от этого счастлив, рассказывал Андерс в интервью. Кроме того, Томас Андерс признавался журналистам, что никогда близко не общался с Дитером Болином. По его словам, после концертов они не проводили время вместе. Мы с Дитером очень разные люди. На сцене действительно добились успеха, но личная жизнь была у каждого своя. Отработали концерт и разбежались в разные стороны, отмечал экс-участник Modern Talking. К слову, Томас Андерс
также выпустил автобиографию. В 2011 году вышли его мемуары под названием «100% Андерс. Моя жизнь. Правда о Modern Talking, Норе и Дитере Болине». В них Андерс назвал свою бывшую жену машиной для уничтожения денег. После этой публикации экс-супруга подала на артиста в суд, который удовлетворил ее иск. В 2000 году Томас Андерс женился на Клаудии Хейс. В интервью артист признавался, что не влюбился в супругу с первого взгляда. Мне Клаудия казалась привлекательной, и я ей тоже. Наши отношения развивались шаг за шагом. Мне было где-то 33 года. В этом возрасте уже не теряешь голову мгновенно. Я собирался переехать в Нью-Йорк, хотел пойти на актерские курсы, был настроен на что-то новое в профессии. Я дал нам время узнать друг друга. И это было правильно, рассказывал Томас Андерс. После нескольких месяцев общения артист уехал из Нью-Йорка обратно в Германию, где в скором времени они с Клаудией поженились. В 2002 году у музыканта и его супруги родился сын Александр Мик. Экс-участник Modern Talking и его жена часто публикуют снимки со своим сыном. В интервью Томас Андерс рассказывал, что Александр очень влюбчивый, однако редко рассказывает что-то о личной жизни. Несмотря на 25-летний брак с женой, Томас Андерс не перестает быть романтиком в отношениях с ней. Супруги часто путешествуют вместе, о чем рассказывают в Инстаграм. Я творческий и очень романтичный человек, хотя появилась тенденция, когда женщины не хотят романтики. Но это плохой тренд. Так мужчины перестанут быть рыцарями, отметил Томас Андерс в одном из интервью. Томас Андерс на сегодня очень сильно изменился внешне. Возраст само собой берет свое. И теперь он совсем не похож на того томного кудрявого красавца из старых видео. Несмотря на то, что Modern Talking так и не удалось возродить, профессиональная жизнь Андерса сложилась прекрасно. Он с успехом продолжил сочинять и записывать песни не только для Европы, но и для США и Латинской Америки, где тоже нашел свою публику. Тема его творчества остается неизменной. Он поет о любви на немецком, испанском и английском. Сегодня Андерс гастролирует по миру с репертуаром Modern Talking, а также с сольным творчеством. В 2015 году артист записал собственные версии почти всех синглов известного дуэта 90-х. В родной Германии Томас постоянно на виду. Он принимает участие во множестве телевизионных шоу в качестве наставника, работает продюсером, выступает на радио. До 22 года певец часто посещал с концертами Россию. В 2020 году он планировал дать тур по российским городам, однако перенес выступление из-за начавшейся пандемии коронавируса. Концерты должны были состояться в 2022 году, но Томас Андерс передвинул тур на неопределенный срок. Причина – начало военных действий между Россией и Украиной. В такие кризисные времена артист не может делать вид, что все хорошо. Всеми своими мыслями он с теми, кто пострадал в ходе российско-украинского конфликта, и надеется на то, что когда-нибудь снова сможет выступать и в Украине, и в России, говорится в официальном заявлении Томаса Андерса. При этом артист продолжает активно выступать в других странах. Друзья, кто хочет поддержать канал финансово, у меня есть Boosty, ссылка в описании, либо спонсорство на YouTube. На Boosty контент будет выходить как минимум на 2 недели раньше, часть контента будет только там. Всем спонсорам спасибо большое за поддержку.